Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, если вы забыли. Да, давно я хотел навести порядок на лестнице своей и постелить вот такой вот коврик для обуви. Дело в том, что когда я сюда захожу, начинаю обстукивать свою обувь, постоянно куча снега везде рассыпается. Потом он начинает таять, и, естественно, появляется дополнительная влажность в землянке. Ну, теперь этого не будет. Весь снег будет оставаться на этом коврике, да и вообще, надеюсь, вся грязь тоже будет там оставаться. Как вы уже успели заметить, я немного подготовился к сегодняшнему дню. Дело в том, что вчера мы приезжали сюда с братом. Буквально, наверное, поработали 3 часа, но вкопались во втором помещении в грунт на 1,5 штыка где-то примерно. Принесли фольгу, принесли утеплитель лен, ну что еще, бревна приготовили для пола. Ну, в общем, по мелочи, там 2-3 часа где-то поработали, отдохнули, чай попили. Как бы решил я не снимать это, не утруждать вас просматриванием такой рутинной работы. Хочется, чтобы вы видели только какие-то активные действия и результат моей работы, а не подготовительные этапы. Сегодня по плану хочу сделать проем, как я уже говорил в прошлый раз. Если будет получаться по времени, то попробую еще и заняться полом, так как материал-то уже приготовлен для пола. Ну а там посмотрим. Ну а вечером нас ждет очень вкусный ужин. По крайней мере, я на это рассчитываю. Садитесь поудобнее, нарезайте бутерброды, наливайте себе чай, кофе, может быть, какие-то другие напитки. И приятного просмотра! Прежде чем начать, давайте все-таки замаринуем мой сегодняшний ужин. А на ужин у меня будет кролик. Маринад для него требуется простой. Это вода и лимонный сок. Я взял, естественно, воду. И, конечно же, подготовил 2 лимона. Кстати говоря, вчера, когда с братом сюда приходили, мы еще постелили на крышу, на половину крыши землянки и на крышу второго помещения общий тент. Дело в том, что кто-то советовал в комментариях так сделать, и это вообще логично и правильно. То есть, почему-то иногда не всегда умные мысли приходят сразу. Спасибо, что вы пишете комментарии, и, как вы видите, я их читаю и с удовольствием использую какие-то очень нужные и хорошие советы.
Ну все, наконец-то соединяю два помещения. Многие спрашивают, почему я не работаю автоматизированным инструментом. Ну, то бишь бензопилой, либо электропилой. А сейчас я попробую вкратце объяснить. Во-первых, мне не хочется его таскать, носить. Допустим, чтобы принести сюда бензопилу, там, либо аккумуляторную пилу, нужно, скорее всего, брать обязательно волокуши. Ну, если у меня не пустой рюкзак, конечно же. Соответственно, первое – это вес. Мне неохота их носить из-за веса. Второе – это шум. Зимой, естественно, нет листвы, правильно, в лесу. Лес голый, и шум от, допустим, бензопилы раздается и слышен на несколько километров в радиусе, там, 2-3 километров, да. Аккумуляторная пила, конечно же, потише, но, тем не менее, все равно ее слышно, и можно таким образом выдать свои координаты. Ну и в-третьих, распилить 50 бревен, да, или сколько-то я их тут использовал, ну пусть там 70 бревен тонких, да, там 10-15 сантиметров в диаметре, пилой силки не составляет никаких проблем и труда. Я просто не вижу смысла и необходимости тащить сюда пилу тяжелую. Но давайте будем честными, я не буду от вас скрывать. Вчера, когда мы приезжали с братом, мы приходили с аккумуляторной пилой. И, соответственно, бревна, которые на пол лежат, мы заготовили с помощью нее. Бревна, которые опорные, сейчас я здесь буду закапывать, забивать, тоже были заготовлены с помощью аккумуляторной пилы. Просто по той простой причине, что вчера у нас не было вещей, и мы были вдвоем. То есть один несет пилу, второй другие какие-то вещи, там вот этот утеплитель, да, и, ну, как бы с труда никакого не было, и сложности нам это не составило. И я вчера сделал надпилы пилой вот здесь. То есть вот это вот бревно и, ну, вот это вот бревно я убрал электропилой, просто чтобы можно было войти сюда уже обычной пилой. И, в принципе, на этом моменте аккумуляторная пила села. Просто сел аккумулятор. Но сейчас зима, и аккумуляторная техника, да, инструмент долгих нагрузок не выдерживает, быстро разряжаются аккумуляторы сами. И как бы какой смысл вообще носить? Бензопила создает огромный, слишком громкий шум, а аккумуляторная пила долго не переработает на морозе. Поэтому целесообразности носить сюда инструмент автоматизированный я пока в данный момент не вижу. Но, естественно, если я вдруг надумаю здесь сделать и обшивать, сделать доски и обшивать ими само вот это вот второе помещение, то, конечно же, мне просто-таки будет необходимо принести сюда бензопилу. Сейчас сижу, пилю стену и думаю, на канале на моем уже набралось 10 тысяч подписчиков. И надо, наверное, что-то разыграть. И смотрю сейчас, а почему бы не разыграть топор? Конечно, топорище уже здесь немножко другое на нем стоит. Не то, с помощью которого я строил всю землянку. Но, тем не менее, этот топор прошел со мной
очень многое. Я так подумал и решил, почему бы и нет. Единственный момент возникает, как его отправить. Ну, наверное, транспортной компании, потому что Почта России-то вряд ли примет такое оружие, да? А вот транспортной компании в пределах России можно будет отправить этот топор. Конкурс будет следующий. Если у вас есть какие-то навыки и опыт чертежей, какой-то творческий подход, может быть, у вас имеется к реализации своих идей, либо чужих идей, неважно. Будьте добры, нарисуйте чертеж будущей землянки. У меня, конечно же, есть в голове некоторые идеи, я попробую их реализовать, но мне хотелось бы узнать ваше мнение. И если мне какая-то понравится, какой-то проект землянки, да, то я со своей стороны обещаю за свой счет в пределах нашей страны отправить почтой, транспортной компании этот топор. Пишите и отправляйте чертежи, я с удовольствием их посмотрю и буду ждать. Отлично. Все, проход усилил, как я и хотел, все сделал. Дверью, конечно же, я сегодня заниматься не собираюсь и не планировал даже. Сейчас задача номер 1 — установить уже сюда окно. И закончить вообще эту историю с окном. Я вчера его залачил, дабы оно быстро не сгнило и не испортилось. Ну, вообще, чтобы жуки какие-нибудь не стали его грызть. Лак подсох, соответственно, сейчас можно его спокойно устанавливать. И после этого буду утеплять крышу, дабы тепло от печки не уходило через крышу, которую я засыпал, конечно же, песком. Но песка там слой пока сантиметров 5 максимум, очень маленький. Надо будет пробить теплоизоляцией, льном, и после этого закрыть фольгой, чтобы фольга отражала тепло в обратную сторону.
Да, необычно. Можно теперь здесь сидеть и любоваться на звезды по ночам. Красота. Плюс 21. Не успел я закрыть окно, как здесь уже плюс 21 градус. Ну, я считаю, что это шикарные температурные условия даже для проживания в этой небольшой комнатке. Что ж, я думаю, нужно сейчас утеплить потолок, и можно будет попить чай, съесть пару бутербродов, немного отдохнуть, после чего уже попробую заняться полом. Материал, в принципе, есть, хотя бы половину сделать, если сегодня, то будет просто здорово. Кстати, хотел бы еще с вами обсудить такой момент. Некоторые зрители писали в комментариях, что кто-то может упасть в это окно, ну, например, животное, либо человек. Ну, давайте начнем с того, что человек сюда просто физически не пройдет. Я не знаю, что это за человек должен быть, ну, видимо, с какой-то болезнью слишком худой, то есть шириной 15 сантиметров. То есть само окно по диагонали где-то минимум сантиметров, ну, 25, да? Ну, вы понимаете, да, что человек сюда никак не упадет. Далее, если это будет какое-то легковесное животное, ну, там, лиса, она тоже не упадет. Там двойной стеклопакет, он прочный, я думаю, там килограммов 10-15 он даже выдержит. Да даже если она начнет падать, при всем желании, только одна лапа может провалиться, а все тело не упадет сюда. Это во-первых. А во-вторых, я в любом случае буду это окошко, этот люк накрывать деревянными, ну, крышку сделаю из дерева, да, либо пенек какой-то ставить большой буду, либо пока временно. А в дальнейшем, в любом случае, это будет деревянная крышка. Уходя, просто накрыл крышкой, и все. При всем желании никто не упадет. Зато смотрите, сколько света она дает. Помещение полностью освещенное только за счет одного окошка. Кстати, там опять солнышко выглянуло. Красота! Да, здесь прям сидеть и любоваться можно будет. Да, красиво все-таки. Да, лучше сало может быть только копченое сало. Питательно, калорийно и вообще очень приятно на вкус.
Хочу начать делать пол. Крышу, хоть я и утеплил, фольгой не стал закрывать. Пусть просушатся все бревна. Они все-таки еще сырые и влажные. Если я сейчас их фольгой закрою, то на крыше точно они не высохнут. Сейчас моя задача какая? Хочу сделать лаги и начать стелить пол. Потом уже по месту буду смотреть, где поставить лавочку. Лавочек, наверное, будет 2, а может быть пока и 1. Посмотрим. Как же это прекрасно, когда есть материал для работы. Вот уже и полы готовы практически. Я вот уже начинаю думать, а может быть начать и лавочку делать. Ну хотя бы стойки установить под лавочку. Допустим, раз стойка здесь, там. Да, почему бы и нет, собственно. Я думаю, можно еще и лавочку начать делать. А там посмотрим.
Я думаю, пора остановиться. Бывает такой момент, что ты уже просто не можешь остановиться, работаешь, за все хватаешься, пока работа кипит, руки, так сказать, горят. Пора уже браться за кролика. Сколько он там уже киснет? Ух ты, время 5 часов. С 10 до 5, 7 часов он уже там квасится у меня. Плюс 21. Температура стабильно держится плюсовая. Ну, в некоторых местах что-то подкапывает, подтаивает. Видимо, где-то еще есть снег в каких-то там частях, да, когда я бревна укладывал. Ничего, они со временем подсохнут. Просто почаще нужно затапливать печку и подольше ее топить. Ну, а когда помещение просохнет, здесь будет очень комфортно и уютно. Пока костер потихоньку занимается, нужно же еще и вертел сделать для кролика. На что-то его насадить и крутить над костром. Тут я немножко расслабился и не подготовился. Честно говоря, я ни разу вообще в жизни в своей не делал вертел. Поэтому я даже не знаю, как вообще его делать и что у меня получится. Но я верю в лучшее. Думаю, все получится. Как-то так.
Сейчас попрошу вегетарианцев закрыть уши и не слушать. Вообще, я в своей жизни пробовал оленину, медвежатину, ну, естественно, свинину, баранину, говядину, верблюда еще пробовал. Но вот кролика, знаете, как-то не удавалось попробовать. Косулю тоже пробовал. Ну, по сути, мясо, оно и есть мясо. Разницы такой большой-то и нету. Прежде всего, нужно его хорошенько подсушить салфетками. Самый сложный этап позади. Кролика я как-то сумел насадить на 2 палки и сделать такой своеобразный вертел. И сейчас остается проделать надрезы в хаотичном порядке на кролике и туда запихнуть дольки чеснока. После чего нужно будет натереть кролика специями: соль и перец в моем случае. Ну а вы можете сделать на свой вкус. Да, что-то костер пока слабо поджаривает кролика. Ну да ладно. Давно не сидел у костра. Можно и расслабиться немножко. Если бы не вот этот дым только. А так, прекрасное небо чистое, видно звезды. Луна освещает лес. Да, атмосфера хорошая, комфортная и располагает к отдыху. Кролик уже готовится целый час. Вообще, по-хорошему, нужно было поставить какую-то емкость под него, металлическую. И жир, который капает и стекает с него, надо было ложечкой аккуратно поливать обратно. Ну да ладно. Просто так он получился бы сочнее. У меня такое ощущение, что он готов. Я сейчас тут кусочек мяса оторвал на задней части. И очень вкусно, хочу сказать. Сейчас еще прям буквально 2-3 минутки, что уж наверняка. И пора ужинать. 8:30. Получается, что час 15 где-то я готовил его.
ориентировочно. Очень необычный вкус, кислинка, ну от лимона, правильно, 8 часов практически в лимоне отмачивался кролик, плюс перец с солью, такой кисло-острый вкус, необычно, но вкусно. А мясо мне вот, знаете, напоминает обычную курицу, вот, честно говоря, я разницы большой не вижу. Не, ну курица она помягче, а это такое мясо пожестче, волокна более жесткие. Да, кролик был просто великолепным. Конечно, я целого не съел, какую-то часть я упаковал в фольгу и угощу дома жену и старшего сына. Давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Вообще, на мой взгляд, удалось проделать просто невероятно большой объем работы. И благодаря тому, что мы вчера с братом приезжали сюда на сколько? На 3 часа, по-моему, да. Казалось бы, да, вот приехали вдвоем, поработали здесь 3 часа без камер. Но сколько нам удалось сделать? Мы смогли заготовить весь материал для пола. И пол я практически сделал сегодня. Удалось вкопаться во втором помещении на 1,5 штыка. Удалось загерметизировать крышу землянки и крышу второго помещения. Вот этот стык, за который я переживал в прошлый раз, мы как раз полностью накрыли тентом. Тент зашел наполовину крыши землянки и наполовину того помещения. И мы его засыпали песком. Теперь я волноваться не буду за то, что там что-то протечет по весне. Хотя я этого не исключаю, возможно, все равно что-то будет течь. В любом случае, перед весенним половодьем, скажем так, да, перед тем, как снег начнет таять, я хочу сюда приехать и в радиусе 5-7 метров очистить снег вокруг землянки. Ведь я сюда вложил не только много труда, но еще и частичку своей души. И мне будет очень обидно, если здесь ее затопит. Даже если ее затопит всего лишь там на 20 сантиметров землянку, я очень расстроюсь. Я этого хочу избежать. Хотя, как мне кажется, песок, он хорошо впитывает в себя влагу и воду вбирает. Подтопления ждать не стоит, но тем не менее лучше подстраховаться. Продолжайте смотреть мои видео и спасибо за поддержку. Я с вами не прощаюсь, а говорю вам до скорой встречи. Это был канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Скоро увидимся. Пока-пока.